Итак, друзья, всем привет! Сегодня продолжение серии роликов про север Нячанга. Если вы не смотрели предыдущие части, обязательно сделайте это. Ссылки на них будут в описании под этим видео. А сегодня мы с вами продолжим знакомство с севером Нячанга. Посетим северный пляж, жилые комплексы Океанус и Сцения Бэй. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, сами все знаете. А я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! Итак, друзья, прошлый ролик закончился тем, что мы с вами посетили сад камней, и сегодня это стало моей отправной точкой. Сейчас предлагаю переместиться на северный пляж. Собственно, с сада камней открывается на него вот такой вот прекрасный вид. Сами можете посмотреть, видно всю береговую линию, видно жилые комплексы, которые здесь расположены. Выглядит очень круто. Итак, я начал свой путь на северный пляж Нячанга, и здесь, посмотрите, в прошлом ролике я тоже показывал такие вот арт-объекты интересные. Рачок такой, симпатичный, а здесь такие вот рыбки, рыба-меч. И все это вот с таким прекрасным видом. Посмотрите, здесь установлены такие столики, стульчики, видимо, будет какая-то кафешка обслуживать это место, или можно просто прийти сюда со своим кофе, там, едой, напитками и просто посидеть, наслаждаясь прекрасным видом. Так, друзья, отошел чуть подальше, и здесь уже начинается пляж. Рядом есть вот такая вот прекрасная кафешка. Все это вдоль дороги находится. Пляж выглядит вот таким вот образом. Это самое начало пляжа, и посмотрите, береговая линия тоже достаточно длинная. Вот таким образом все выглядит. Обратите внимание, что в начале пляжа есть камни, такие скалистые, просто огромные камни. И насколько я знаю, здесь бывают сильные отливы, и эти камни оголяются еще сильнее. Итак, друзья, обратите внимание, что в начале пляжа практически нету разделения пляжа и дороги. Очень узкий тротуар, выглядит вот таким образом. То есть вот дорога и сразу же пляж, буквально, наверное, пару метров. Мне кажется, что это можно отнести к минусам. Загрязнение, шум, очень даже некомфортно я бы себя чувствовал. Так, друзья, прошел чуть дальше, здесь уже набережная немножко расширилась, выглядит вот таким вот образом. Все точно так же, как в центре, воркаут-площадки, лавочки, арт-объекты, но здесь их, конечно, в меньшем количестве можно наблюдать. Набережная узенькая достаточно и менее комфортная, народу при этом очень много. Посмотрите сами, какое огромное количество людей здесь купается, отдыхает, а береговая линия при этом уже, намного уже. Из плюсов северного пляжа стоит отметить, что здесь меньше волны. То есть, если на центральном пляже будут большие волны, то на северном пляже их практически может не быть. И вот сейчас даже я шел с центра города, и, соответственно, я видел, какие там были волны. Сейчас волны здесь намного меньше.
Итак, друзья, я на северном пляже Ничанга, а тут вот такие вот картины можно видеть. Мужчина просто спит закопанный, выглядит очень даже интересно. Там вот еще один мужчина отдыхает. И вот так вот выглядит пляж. Выброшена тина. Вот такие вот волны, сильные достаточно, но в центре они еще сильнее. Я только что там был. Также есть волейбольная площадка, ребята играют, рубятся, причем европейцы, а вьетнамцы играют без сетки. Наши их попритесняли немножко, но я думаю, никто не в обиде. Итак, друзья, вот такой вот северный пляж, все показал, сами делайте выводы. Я для себя хотел бы отметить из минусов: это узкая набережная, здесь достаточно много народу и при этом мало места. То есть здесь можно прогуляться, конечно, но вы сделаете это с меньшим комфортом, чем вы бы это сделали в центре. Маленький достаточно пляж, он намного меньше, чем в центре, и, соответственно, концентрация людей при этом больше, и людей достаточно много. Соответственно, в этом плане тоже минус. Еще из минусов — это близость дороги. Мне кажется, тоже шум от дороги здесь намного больше, чем в центре. Но каждому свое. Я для себя выводы сделал. Для себя вы делаете их сами. Итак, идем дальше. Жилые комплексы Океанус. Это комплекс домов, их 4 штуки. Выглядят вот таким вот образом. Такие вот муравейники. По-другому и не скажешь. Человейники, муравейники. В общем, так они выглядят. Сейчас пройдем, посмотрим вблизи, что там есть. Мы там смотрели несколько квартир, прежде чем арендовали нашу, но нам там не очень понравились варианты, которые нам были предложены. И, в принципе, атмосфера, которая здесь, она немножко нам ближе центр. Итак, друзья, перешел дорогу, и вот таким вот образом все вблизи выглядит. Жилые комплексы Океанус находятся прямо напротив пляжа. Здесь огромное количество кафе, магазинов. Вы найдете здесь на любой вкус и цвет и кошелек. Вот это достаточно знаменитое кафе. Здесь его очень многие хвалят. Сюда можно прийти, попить кофе, поработать. Здесь хороший интернет. Такой коворкинг, грубо говоря, импровизированный. Знаете, у меня первое ощущение, которое сейчас возникает, как будто центр — это здесь. Здесь очень много народу, или концентрация людей на квадратный метр намного больше. Как-то суетливо все, и как будто центр здесь на самом деле. И посмотрите, вот так выглядит внутренний двор. Огромные жилые комплексы, многоэтажные, не знаю, мне кажется, этажей 40, возможно, даже больше. Ну, в нашем жилом комплексе, для сравнения, 45 этажей. И первые этажи при этом заняты все магазинами, кафешками, аренды байки, массаж, все что угодно, на любой вкус и цвет, кошелек вы можете здесь найти. А сейчас я нахожусь у входа в подъезд, грубо говоря, как можно пройти к себе на этаж. Вот таким вот образом выглядит, все достаточно симпатично. Эта серия тоже Mountain, как и у нас жилой комплекс. Вот таким вот образом все выглядит. Камеры, наблюдения. И обратите внимание на количество лифтов здесь. То есть здесь 8 лифтов, по 4 с каждой стороны. Это, конечно, неоспоримый плюс. Потому что в нашем жилом комплексе только 3 лифта. И вот недавно был случай, когда один ломался, и просто время ожидания лифта занимало, наверное, минут 10, чтобы спуститься или подняться на свой этаж. Еще обращает на себя внимание, что здесь разрешена парковка во дворе. Посмотрите, какое огромное количество машин и байков здесь припарковано. Вот байки, их огромное количество на самом деле. Вот с той стороны, я не знаю, есть ли здесь подземный паркинг, судя по всему, есть. Вот как раз выезд из него вот таким вот образом выглядит. Но у меня создается впечатление здесь какой-то
московского двора абсолютно, где негде поставить машину, суета, байки ездят, машины. И мне бы хотелось, чтобы внутренний двор был закрыт для проезда автомобилей, насколько это возможно. Итак, друзья, дальше я вам расскажу о плюсах и минусах проживания на севере и в этих комплексах в частности. Из минусов я для себя выделяю вот эту суету, о которой я уже говорил. Мне абсолютно непонятно вот это движение машины, байка внутри двора. Мне напоминает это Москву. Здесь такая маленькая Москва, очень суетно, большая концентрация людей на 1 квадратный метр. И мне, живя на центре, кажется, что там спокойней. То есть здесь какая-то более центровая движуха такая. И не знаю, кому-то, может быть, это нравится, кому-то нет. Я для себя это выделяю как минус. Следующий момент хотелось бы выделить, наверное, как плюс, что здесь большая концентрация различных магазинов, заведений, комплексов услуг. То есть здесь вы можете, не выходя со двора, зайти в магазин, аптеку, в кафе и так далее, и будете удовлетворены абсолютно полностью. Следующий момент не могу выделить как плюс или минус, что здесь проживает большое количество русскоязычных людей. Очень сильная комьюнити, при этом не все работают удаленно, не все владеют там IT-профессиями и так далее. Многие занимаются оказанием различных услуг, начиная от каких-то косметологических, это маникюр, прически, барберы и так далее. В общем, заканчивая арендой байков, экскурсиями. В общем, в этом плане здесь вы найдете людей, которые вам окажут с удовольствием любой комплекс услуг, либо услугу отдельно. Но с другой стороны, кто вам мешает воспользоваться их услугами, проживая в центре? Касаясь жилого комплекса Океануса, для меня это вот такие дома-муравейники, человейники, которых в Москве огромное количество. И на самом деле здесь я, например, не чувствую какой-то душевности. И несмотря на то, что мы сейчас на севере, я все это рассказываю про север, жить в центре мне спокойней и менее суетно. Не знаю, каждому свое, но делюсь своими впечатлениями. На что стоит обратить внимание еще, это то, что если вы хотите жить в этих жилых комплексах, соответственно, стоит обратить внимание на номер дома. Этих домов здесь 4, и, соответственно, строиться они начинали с 1-го. То есть 4-й, там самый свежий дом, самые свежие квартиры. Если вы будете смотреть варианты жилья здесь, то обращайте внимание, что в 4-м комплексе вы можете найти более лучший вариант. Так, друзья, еще из минусов проживания на севере Нячанга обязательно стоит отметить, что здесь достаточно высокая преступность. Очень часто в телеграм-каналах встречаю сообщения о том, что здесь у людей вырвали телефон из рук, совершили кражу на пляже. Очень много таких сообщений, но не стоит исключать такой возможности и в центре Нячанга. Самое главное — это быть бдительными, не идти вдоль дороги, снимать на телефон, размахивая телефоном. Если вам что-то нужно, лучше отойти в сторонку, посмотреть какую-то информацию, прочитать сообщение, отправить его, и все будет в порядке. Будьте внимательны и бдительны, и тогда вероятность того, что у вас что-то украдут, она будет минимальна. Ну а мы подошли с вами к жилому комплексу Сеня Бэй. Вот таким вот образом он выглядит вблизи. Здесь вот такой вот символ этого жилого комплекса, я понимаю, фонтан. В общем, сейчас пройдемся вокруг, посмотрим, что тут есть. Видим, что здесь какая-то кафешка была, но сейчас она уже не работает. Территория достаточно облагорожена, растут цветочки, все достаточно приятно. Море через дорогу, здесь нет пляжа, но набережная есть, можно выйти прогуляться. Вход, соответственно, с какой-то другой стороны, не с центральной находится, приходится обходить сбоку. Идем, здесь вот видим какая-то кафешка, байки припаркованы, возможно, байки сдаются в аренду, тоже различные заведения, барчики, магазинчики. В этом плане активность вы найдете и на севере, и в центре, и на любой вкус, цвет и кошелек. Прохожу чуть дальше, здесь вот тоже Сеня Бэй написано, но тоже входа нету, видимо, вход законсервирован, либо он не работает.
Возможно, это цокольный этаж, который тоже сдается под аренду, под различные заведения. Идем дальше. Вот опять же есть и массажки, и аптека. Все рядышком, достаточно компактно. Но здесь уже как-то чувствуется спокойствие, меньше народу, меньше движения автомобильное, меньше байков. Хотя вот ездят, но все равно этого меньше здесь чувствуется. Обошел здание примерно на 180 градусов, вот так оно выглядит, но входа я по-прежнему не вижу. Здесь вот тоже вход, но тоже не работает, видимо, ленточки, путь загражден. Есть Винмарт буквально через дорогу, тоже удобно и практично. В целом Сцения Бэй, насколько я знаю, один из самых современных комплексов, которые здесь есть. И здесь квартиры более высокого уровня, он такой элитный считается, насколько я понимаю. Иду дальше, здесь вот напротив находятся футбольные площадки, люди играют в футбол. Причем дети занимаются, я так понимаю, какая-то секция, и более взрослые ребята занимаются. Здесь вот напротив видим фруктовая лавка, байки опять же. То есть все под боком, все рядышком. А вот, наверное, и вход, собственно. Сейчас посмотрим, можно ли будет войти. Если можно, покажу вам, как выглядит холл. Так, ребят, зашел внутрь. В общем, вот так выглядит входная группа. Здесь вот есть такой столики ожидания. Можно подождать. Опять же, комплекс делится на несколько комплексов, секций, я так понимаю. Вот секция Б, ресепшн работает. Ну и, собственно, дальше там можно пройти к лифтам. Выглядит достаточно козырно, круто. Итак, еще раз, вот так вот выглядит входная группа в жилой комплекс Сцения Бэй. Ну что могу сказать? Конечно, более красиво, элитно выглядит, чем наш жилой комплекс, более богато, чем жилые комплексы Океанус. Ну и квартиры здесь получше, но и ценник на них повыше. Посмотреть квартиры здесь, опять же, напомню, есть различные группы в Телеграме русскоязычных риэлторов, которые помогают людям обрести свой дом, найти свою квартиру, подходящие варианты. Поэтому квартиры и ценники посмотреть, опять же, вы всегда можете. Эта информация есть в открытом доступе. А вот так жилой комплекс выглядит со стороны. Согласитесь, очень даже красиво. Перешел дорогу, здесь вот такая вот набережная. При этом пляжа нету, но народ даже тут купается. Здесь такая каменная береговая линия. Выглядит интересно. По-питерски, наверное, я бы сказал. В ту сторону точно таким же образом выглядит. Посмотрите, какой здесь шикарный вид на горы открывается. Они как будто так близко находятся, но при этом такие огромные. Выглядит очень шикарно. Итак, друзья, на этом все. Буду заканчивать третью часть про Северный Чанга. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если у вас есть идеи, на что еще снять обзор, что бы вы хотели увидеть, тоже пишите об этом в комментариях. Еще у меня возникла идея, если вы из Нячанга, у вас есть какой-то бизнес, отель, массажный салон, вы занимаетесь арендой байков, то пишите ко мне в Телеграм, сделаем обзор на ваш бизнес. Мне кажется, это будет интересно и такой способ продвижения для вас. А на этом все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока-пока. Еще увидимся.